Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему она не может вас забыть? Как всегда, настраивайтесь на женщину, на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Смотрим, что сейчас в вашей жизни происходит. Вот у вас, знаете, как будто вы поставили точку в каком-то деле, на каком-то этапе, да? Вот вы сейчас вот держите курс в новую жизнь, в новый жизненный этап, совершенно новая жизнь, может быть даже новый жизненный уклад у кого-то, обстоятельства, люди могут окружать другие, да? Но то, что вы точку поставили, это однозначно. Причем эту точку поставили вы. Вы как-то сейчас живете, ну, не очень так, я бы сказала, ну, не очень активно. Дом-работа, возможно бы, дом-работа, да. Хотя по жизни вы очень такой активный товарищ, вы ревнивый, вы, знаете, вот вы можете делать миллион дел одновременно, вы такой вот умелец, вы умеете много чего, вы любите, может быть, даже путешествовать, да, вот. Личной жизни как таковой пока я не вижу серьезной. Так, что еще у вас в жизни происходит? Вот одиночество. Одиночество, хотя хочется уже любви. Вы стоите на пороге новой любви. Но сегодня расклад не об этом, да? Но вы ждете новую любовь, и у вас будет новая любовь. У нас туз кубков выпал, да? Жизнь очень такая спокойная у вас, размеренная. Не спеша вы как бы так, да, вот живете, ходите туда-сюда, куда там вам надо. Очень и очень, так, знаете, не хочется суетиться, что ли. Вот как-то нету стимула, некому вас мотивировать, да. Зовут вроде бы и в гости, особо не хочется идти, да. Дома гостей встречать тоже особо не хочется. Ну, как-то вот то ли лень матушка вас одолела, то ли апатия какая-то. Ну, такое настроение, знаете, вообще как-то, ну, ни о чем. Ничего не хочу, особого настроения нету. Так, какая женщина пришла к нам на расклад? На ком мы будем смотреть? Женщина довольно сильная, она по жизни очень сильная, самодостаточная, у нее есть деньги. Она, в принципе, в свое время, она вас обижала и обижала довольно хорошо. У вас были сомнения по поводу этой женщины, уйти или остаться, может быть, да. Женщина, которая вас иногда ставила вот в ступор своим поведением, да, бывали моменты, когда она вас просто шокировала, может быть, своими словами, своими поступками какими-то, да. Она вот бывало такое, что-то учудит, что ну просто в шоке по колено, да, вы были. С ней были довольно непростые отношения, у нее склочный характер. Она, знаете, вот чтобы своего добиться, она могла быть, да, белой кошечкой становиться. Но это до поры до времени. Когда своего она добивалась, то она снова начинала показывать зубки свои. Женщина, с которой очень тяжело жить, вот именно морально тяжело. У нее как будто, знаете, как будто энергетика очень такая тяжелая, очень непросто с ней было жить, особенно вот последнее время. Давайте-ка посмотрим, как она сейчас живет, так, в двух словах. Так, ну смешно просто. Живет она, знаете, сейчас без мужчины. Мужчины серьезного рядом с ней нет. Вообще даже одноразовых я сейчас не вижу у нее мужчин. Вообще никаких мужчин на данный момент у нее. Большая любительница денег. Туз пентаклей у нас выпал, да? Ну, из расклада в расклад. Как будто одна и та же женщина путешествует. Ну, смех и грех просто.
Вот у нее сейчас какое-то тоже, знаете, вот с вами похожее состояние, какая-то апатия. Как-то вот ей ничего не хочется. А давайте-ка уточним, а почему у нее апатия? Что ж такое? У нее похожее с вами состояние. Ее кто-то обманул. Ее обманули очень сильно. Ее обманул мужчина, на которого она очень сильно надеялась, рассчитывала. Мужчина, с которым она планировала, может быть, начать жизнь с чистого листа, новую страницу, да, вот, может быть, даже жить вместе. Но этот человек ей много чего напел, да, растрезвонил много чего, лапши на уши навешал, она на это повелась. Теперь он исчез, она сидит злая, она в апатии, она ничего не хочет, никого не хочет, да, вот такое вот убитое, разбитое у нее состояние. Так, давайте-ка посмотрим, почему же она не может вас забыть. У нее сейчас, да, у нее полный тупик вот в жизни. Вот полный тупик. Вот ее киданул вот этот мужчина, на которого она очень сильно рассчитывала. Вот я считаю, она свой бумеранг получила после вас. Вот она его получила, она его заслужила. Она сделала больно вам. И Вселенная сделала так, что мужчина сделал больно ей. Все в этой жизни получают каждый по заслугам. Все воздается, да. Она все равно вспоминает вас. Вот она вспоминает, когда вы были вместе. Она не может вас забыть, потому что рядом с ней сейчас нет другого мужчины. И она вспоминает именно вас, потому что вот после того, вот как вы расстались, лучшего мужчины у нее не было. Да, у нее были другие мужчины, это, конечно. И одни отношения были более длительные, другие были короткие, какие-то небольшие романчики там, да. Но вот именно с таким отношением, вот так, как вы к ней относились, ей не попался мужчина. И поскольку сейчас вот она вообще одна, у нее депрессняк сейчас, или что-то в этом роде, да, она не знает, как она будет жить дальше, да, вот кто будет ее любить, кто будет ее превозносить, да, вот давать вот эти все деньги, подарки. И ей от этого очень грустно. Потому она вот как-то вспоминает вас и вспоминает все чаще, я вам скажу. Вот она сейчас начинает ностальгировать за вами и очень сильно. Конечно, она этого никому не скажет. Она это, знаете, вот один на один. Она может проплакаться в подушку. Она может пожалеть себя любимую, такую несчастную. Но в то же время вот, но это ностальгия, стопроцентная ностальгия. Она, знаете, она хочет встретить мужчину, похожего на вас. Я вам даже больше скажу. Она хочет мужчину, который бы любил ее так же, вот как вы любили. Который бы даже внешне вот был похож на вас, может быть, да, вот, либо же ваши какие-то качества, чтобы были похожи. У вас, возможно, даже было что-то такое, вот, может быть, черта какая-то, либо во внешности какая-то вот черта лица, там, фигуры, что ей очень нравилось, да, вот кому-то нравятся, я не знаю, там широкие плечи, кому-то сильные руки нравятся, еще что-то, глаза, может быть, ваши ей нравились, да, она, может быть, даже вам раньше говорила об этом. Вот что-то ей в вас нравилось, очень нравилось. Поэтому она хочет встретить мужчину, который бы напоминал вас, потому что она прекрасно понимает, что вас она не вернет. Она не вернет вас, да она как бы и не будет ничего делать, чтобы возвращать. Так, что еще в ее голове? Давайте-ка посмотрим. Зачем она еще ностальгирует? Знаете, вот даже смешно. Ей такое ощущение, что вот ей не хватает какого-то вот драйва в жизни, да, вот она может быть по характеру такой вот взрывной, да, вот скандальный какой-то тип, такая вот активная была.
ей не хватает вот этих эмоций, драйва, да, вот мужчины рядом нет, некому мозг выносить. Вот она как-то за этим тоже еще, знаете, вот скучает, вот думает, вот я ему мозг выносила, да, он терпел, ну, вы, то есть, да. Она поначалу вам очень хорошо мозг выносила, а какой-то период вы это все терпели, да. И вот ей не хватает вот этих эмоций, вот ей не хватает вот этого объекта, на которого можно вот эти все свои вспышки гнева сбрасывать, да, которому можно мозг выносить. Вот скучно ей как-то, да, никого же нету, да, вот сама одна одинешенька, что ей остается вспоминать, грустить, да, вот она не может вас забыть, потому что, получается, вы были лучший мужчина в ее жизни. И она только сейчас это начинает понимать, что имеем, не храним, потерявший плачем, как всегда, да. Вот нету у нее, знаете, у нее даже, может быть, подруг нету особых. Вот я не вижу, чтобы у нее были люди, с которыми она могла вот то ли долго дружить, да, вот, или же искренне общаться. Она вот как-то, ну вот она врет по жизни, врет как дышит просто. Вот ей настолько сейчас как-то одиноко и грустно, что ей только и остается вспоминать, как раньше было хорошо, да, что вы для нее делали, вот, потому она и не может забыть. Она, я вам больше скажу, если человек очень долго думает о другом человеке, то так можно себя подсадить. Это уже будет своего рода зависимость, да, вот когда мы думаем постоянно, то мы, можно, кстати, даже влюбить человека так, ну, заставить его думать о себе, но это уже НЛП, техника в психологии, если кто слышал, вернее, ну, есть манипулятивная такая техника. Женщины очень этим увлекаются, ну, умные женщины, да, вот есть некоторые моменты манипуляций, что можно мужчину влюбить в себя, если захотеть, вот делать определенные действия, да, и мужчина начнет думать о женщине днем и ночью, и, соответственно, влюбляться, подсаживаться на нее. Так что нужно быть очень осторожно с умными женщинами. Вот. А ваша пассия, бывшая, грустит, страдает и тоскует, и все так же не может вас забыть, потому что вы были лучший мужчина в ее жизни. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!